Подарок Путину, кастрация Украины, предательство Киева и мечта Москвы. На Западе заговорили о поражении. Кто и почему? Путина призвали победить. Отказ от подписания мирного плана. Заявление из Москвы. Срочное заседание делегаций США, Великобритании, Франции, Германии и Украины уже в Швейцарии. Как будет переписан план Трампа? Дрон «Акула» в Балтийском море. Немцы запускают аппарат для поиска шпионов. Переговоры США и Беларуси. Спецоперация завершена. Запрос Киева выполнен. Суд над королевой люкса, работавшей ради миллионов евро россиян, а также приговор женатому мужчине за лайки под фото других женщин. Что теперь должен экс-супруге? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как всегда, прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, а я начинаю. Дрон «Акулу» испытали в Балтийском море. Хищник ЕС должен, как заявляется, охотиться за российскими шпионами. Грейшак – немецкая автономная мини-подлодка, напичканная датчиками и искусственным интеллектом. Ее задача проста, говорят разработчики – защищать ключевую инфраструктуру Европы. До 8 метров длиной, вес 4,5 тонны и недели патрулирования без подзарядки. Главный козырь – интеграция в цифровую боевую платформу Rheinmetall Battlesuit, которая объединяет данные со всех наземных воздушных и морских систем. Серийный выпуск возможен уже в следующем году, пишет немецкая пресса. Грейшарк использует под водой 17 высокотехнологичных датчиков, а программное обеспечение с искусственным интеллектом обрабатывает данные в реальном времени и обнаруживает возможные вражеские объекты. Благодаря автономному анализу система способна работать и в составе раев из нескольких акул. НАТО и Бундесвер провели также учения по борьбе с дронами. Полковник армии США Кристофер Хилл заявил, что Альянсу необходима глубоко эшелонированная оборона на восточном фланге для защиты от нынешних и будущих дроновых угроз. Киев оказывает медицинскую и психологическую поддержку украинцам, которые накануне были возвращены в страну из Беларуси. Речь идет об арестованных силовиками Лукашенко по разным статьям Уголовного кодекса республики. Заявляется, что такое освобождение – это договоренности Трампа и Лукашенко по запросу украинской стороны. Украина подтвердила успешное проведение операции. В страну вернулись женщины и мужчины, осужденные на сроки от 2 до 11 лет. Среди возвращенных есть тяжело больные, включая онкологических пациентов. С белорусской стороной была достигнута договоренность касательно возвращения 31 гражданина. За этот обмен мы искренне благодарим Соединенные Штаты Америки, в частности президента Дональда Трампа и его спецпредставителя в Беларуси Джону Коулу. 18-летняя Мария Мисюк стала одним из эмоциональных символов возвращения. В Беларуси она была задержана еще несовершеннолетней. Минск утверждает, что девочка была завербована украинскими спецслужбами и в 16 лет создала анархическую ячейку с названием «Черные соловьи», в которую вошли еще 6 белорусских подростков, чтобы в дальнейшем, как утверждается, устраивать диверсии в Беларуси и России. После освобождения на границе Мисюк лично встретил глава ГУРМО Украины Буданов. Я повірити не можу. Я реально думала, що мене просто в ліс вивезли. 6 человек, среди них 1 ребенок, считаются пропавшими без вести после российской атаки на Тернополь 19 ноября. Поисково-спасательные работы, которые длились 4 суток на месте разрушенного многоквартирного дома, официально завершены. В Украине заявили о гибели 33 человек, среди них 6 детей. Пострадали 94 человека. Напомню, что Россия заявляла об ударе по энергетическим объектам и объектам ВПК Украины. А после прилета в Тернополе в Украине разгорелся еще и скандал. Депутата от партии «Слуга народа» Федиенко из-за публикации видео в соцсетях обвинили в наводке удара по заводу «Орион», который находится недалеко от жилого массива, куда и был прилет. Однако вскоре военные опровергли обвинения в адрес нардепа, заявив, что он не раскрыл россиянам никакой новой информации. А выставка, где было снято видео, проходила в Киеве и была открыта для всех, и на ней был представлен стенд этого завода. В Украине говорят, что завод фактически не работает, а его продукция лишь остатки прежних мощностей, которая при этом производится не в том месте, по которому били ВС РФ. По заявлениям украинских военных, на заводе производят примитивные телефонные аппараты, корпусы и проводку для техники.
Старт срочного саммита в Швейцарии. Делегации США, Великобритании, Франции, Германии и Украины уже на месте. Главная тема для обсуждения – мирный план Трампа. Его планируют отредактировать, учитывая интересы Украины. Нынешний вариант, который состоит из 28 пунктов, написанных представителями Вашингтона и Москвы, это подарок Путину. Об этом пишет издание The Guardian. В статье говорится, что Трамп стал на пророссийский путь и смотрит на войну в Украине с позиции своего жизненного опыта, как человека, который занимался недвижимостью. Для него все события, которые происходят между Москвой и Киевом, это лишь территориальный спор. Авторы материала называют план кошмаром Украины и мечтой Кремля. План Трампа вознаграждает Путина за вторжение в Украину, оставляя украинскую демократию под угрозой. Звучное заявление плана о том, что суверенитет Украины будет подтвержден, кажется пустым звуком, когда большая часть документа этот суверенитет подрывает. План – мечта Кремля и кошмар Украины. Мирный план требует военной кастрации Украины. Так о 28 пунктах пишет уже всем известный бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он раскритиковал документ, назвав его полным предательством Украины, и задался вопросом, куда подевались друзья Киева, заговорив о том, что все похоже на поражение Запада. Если бы в Киеве сошли с ума настолько, чтобы принять эти условия, они стали бы марионеткой Москвы, вечно открытой для третьего вторжения. Вы видите, что это полная капитуляция со стороны так называемых друзей Украины. Это Мюнхен. В то же время нынешний премьер Британии Стармер заявляет, что в Женеве, где и проходит срочный саммит по Украине, план попробуют изменить. Пункты обсудят с американской стороной и с учетом позиции Киева. Важно твердо держать в голове, чего мы все пытаемся добиться – это справедливый и прочный мир. Но при этом основополагающим остается принцип, которого я всегда придерживался. Все вопросы, касающиеся Украины, в конечном счете должны решаться самой Украиной. Именно поэтому мы так регулярно ведем переговоры с украинцами. Европейцы требуют изменения как минимум 4 пунктов, пишет западная пресса. Речь о территориальных уступках, не сокращении украинской армии, гарантиях безопасности, что должна пообещать Москва, и замороженных российских активов. В обращении к Белому дому представители ЕС пишут следующее. Давайте послушаем. Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной доработки. Мы готовы активно участвовать в работе, чтобы будущий мир был устойчивым. Мы твердо придерживаемся принципа, что границы не могут изменяться силой. Мы также выражаем обеспокоенность предлагаемыми ограничениями на вооруженные силы Украины, которые оставят Украину уязвимой перед возможными будущими нападениями. Издание Bloomberg после публикации этого обращения пишет, что загнанные в угол европейцы, это цитата, требуют Трампа внести изменения. Однако существует реальный риск, что убедить его изменить позиции не удастся. Европейские лидеры заявили США, что представленный Вашингтоном мирный план по Украине требует дополнительной работы, пытаясь притормозить инициативу администрации Трампа, которая стремится пойти на уступки России и навязать условия до Дня Благодарения. При этом сам Трамп накануне подтвердил, нынешний план не финальная версия. Зеленский дал понять США, что Украине нужен мир с гарантиями безопасности и со справедливостью. И отдал приказ украинской делегации. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не совершила третье вторжение, еще один удар по Украине, так же, как в прошлом она повторяла преступления против нашего народа и против других народов. Сейчас речь идет о более крупном, чем отдельные пункты того или иного документа. Подобное заявление сделал и Линдси Грэм, известный сенатор США, автор закона об антироссийских санкциях. Он считает, что план надо менять. Хотя в предложенном мирном плане по России и Украине есть множество хороших идей, в нем также имеются несколько крайне проблемных пунктов, которые можно улучшить. Цель любого мирного соглашения – завершить войну достойно и справедливо, а не создавать новый конфликт. В Госдуме при этом заявляют, что план – это провокация. Путина призвали не соглашаться, продолжить воевать до капитуляции Украины. Целиком и полностью конфликт может быть разрешен только в случае нашей однозначной победы на фронте и украинской капитуляции. Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия. При любом другом исходе противостояния лишь будет отложено. Американская идея заключается в том, чтобы оставить Украину в качестве сдерживающего фактора для России. В украинском же парламенте звучат голоса о том, что план может быть нормальным фундаментом для мирного соглашения. Большая часть пунктов приемлема, а без поддержки США, которые могут отвернуться от Украины, если Зеленский не подпишет план, Украине не справиться. Такое мнение высказал депутат из партии Порошенко Гончаренко. Там есть пункты, которые можно подправить, по выходу из Донбасса точно. Их можно обсудить, и можно сделать иначе. Все остальное – нормальные условия. Многие спрашивают, а что теряет Россия? 300 миллиардов своих активов в Европе. Плюс они захватили ЗАЭС.
но отдают нам 50% электроэнергии. Друзья, в предыдущем выпуске я выразил сожаление, что еще есть люди, которые являются сторонниками войны. Именно на этом был мой акцент. Некоторые же восприняли мои слова не так. Поэтому сейчас бы хотел внести ясность. Ко всему, когда я говорю о мире, я не говорю, что я сторонник капитуляции, проигрыша, поражения или же безоговорочной победы. С другой стороны, все мы разные, и для каждого из нас понятие «мир» тоже разное. Ваше право, я не спорю. Как и прежде, спасибо вам всем за поддержку. В ближайшее время она мне очень нужна. И простите, что надоедаю со своими лайками и подписками. И все же, не забудьте поставить, а я продолжаю. Из-за долгой войны почти 2 миллиона украинцев, которые выехали из зоны боевых действий и бросили свое жилье, либо же остались вообще без крыши из-за обстрелов, вынуждены тратить большую часть своих средств на аренду жилья. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции. Каждый 4-й переселенец тратит на аренду большую часть зарплаты. Сбережения многие семьи уже исчерпали, отмечается в документе. По данным Международной организации по миграции, с февраля 2022 года больше 2,5 миллионов единиц жилья стали недоступными. Ситуацию усугубляет тот факт, что среднемесячный доход вынужденных переселенцев, ищущих жилье в аренду, 16 тысяч гривен, $380, значительно ниже, чем примерно 30 тысяч гривен, $700, которые просят арендаторы. Россияне же также сталкиваются с нехваткой денег, но речь о другой статье расходов. Каждый третий россиянин готов влезть в долги и взять кредит ради праздника с размахом. Как пишут российские СМИ, 32% опрошенных сказали, что займ вполне адекватное решение, если на носу важное событие, а денег ни копейки. О кредитных обязательствах, процентной ставке, сроках погашения кредита в момент сделки с банком задумывается лишь 49% граждан России. Осознание, что пора платить по счетам, приходит уже после праздника. Участники опроса, готовые занять деньги, рассказали, что при оформлении кредита испытывают лишь положительные эмоции и облегчение. При этом более 40% из них вскоре начинают переживать из-за предстоящего возвращения долгов. Еще 17% уточнили, что тревога зачастую перекрывает позитивные эмоции от праздника. Американский удар по партнеру Москвы. Крупнейшая индийская закупщица российской нефти, корпорация Reliance Industries, заявила, что прекращает импорт сырой нефти из России. Решение стало заметной уступкой Вашингтону, который грозит Индии санкциями и блокированием торговой сделки, если Нью-Дели не сократит связи с Москвой. После того, как Трамп ввел 50% тарифы в ответ на закупки российской нефти, Белый дом потребовал от Индии переосмыслить отношения с Кремлем. Теперь США публично приветствовали шаг Reliance, намекая, что торговые переговоры могут сдвинуться с мертвой точки. Эксперты отмечают, теперь Reliance срочно ищет замену российской нефти на Ближнем Востоке и в США. Заполнить такую дыру быстро – огромный удар для компании, говорится в материале Washington-Post. Конгломерат Reliance принадлежит Мукешу Амбани, союзнику премьер-министра Нарендры Моди и самому богатому человеку Азии. По данным расследования The Post, с 2022 года компания закупила российской нефти как минимум на $33 миллиарда, что составляет почти 8% всех продаж российской нефти за этот период. В Нигерии произошло одно из самых шокирующих преступлений последних лет. Вооруженные боевики похитили 3 сотни школьников и 12 учителей из католического учебного заведения. Нападение произошло в 2 часа ночи, когда дети спали. Власти признали, школа проигнорировала приказ закрыться, несмотря на разведданные и о надвигающейся атаке. И в момент нападения в школе не было ни полиции, ни государственной охраны. Губернатор штата Нигер немедленно закрыл все школы, а родители в соседних регионах в панике увозят детей из интернатов. Это уже второе массовое похищение за неделю. Ранее вооруженные группы захватили 25 девочек в штате Кебби и 38 прихожанок в Кваре. Силовики прочесывают леса, где бандитские формирования могут держать пленных. Банды действуют ради денег, а их связи с джихадистами усиливают страх, что заложники могут не вернуться. Страна потрясена, сотни детей исчезли и находятся в руках тех, кто превратил похищение в прибыльный бизнес. Громкое дело в Берлине. Роскошные немецкие авто на сумму 28 миллионов евро тайно уходили в Россию, несмотря на санкции. За организацию схемы перед судом предстанет королева люкса. В немецкой столице уже стартовал процесс, который называют одним из самых масштабных санкционных скандалов последних лет. 47-летнюю автодилершу по имени Евгения обвиняют в том, что она тайно отправляла россиянам роскошные автомобили, несмотря на полный запрет ЕС. По версии следствия, женщине удалось провернуть схему поставок 257 элитных, но поддержанных машин от Porsche до Mercedes, обходя санкции через цепочку
промежуточных стран – Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В реальности автомобили почти сразу попадали в Россию, где и ставились на учет. Прокуроры уверены, что женщина создала целую сеть посредников, курьеров и подставных компаний, используя свои контакты в Москве. Женщину, как пишет издание Welt, гражданку России, задержали в Баварии весной при масштабной операции, в которой участвовали 85 сотрудников полиции. С тех пор она находится в СИЗО. Суд планирует рассматривать дело до января 2026 года. Женатого мужчину, который лайкал фотографии женщин в соцсетях, осудили за эти лайки, и он услышал приговор. И не от родственников. Необычное дело в Турции. Именно там Верховный суд постановил, что отметки «нравится» под фото других женщин – это поведение, подрывающее доверие, и основание для развода. Судьи утвердили решение по делу супругов из Кайсери, где жена заявила, что муж унижал ее, не давал денег и проявлял неверность, ставя лайки под фотографиями других женщин. Суд признал мужчину виновным, а женщину нет. После апелляции мужчина все так же считался виновной стороной. Суды подтвердили, что его поведение в соцсетях разрушило доверие в браке. Женщине присудили алименты и компенсацию. Теперь ее ежемесячно должен содержать экс. Решение стало прецедентом. Отныне в Турции лайки под фото противоположного пола официально могут стать причиной развода с тяжелыми последствиями. После обжалования дело попало в региональный апелляционный суд Кайсери. Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, отметив, что мужчина совершал действия, подрывающие доверие, лайкая фотографии других женщин. Суд повысил алименты до 1000 лир, а компенсацию изменил до 60 тысяч лир, 30 тысяч материального и 30 тысяч морального ущерба. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.